Ты находишь золото. Целую комнату золота, спрятанную под землей 100, 200, 1000 лет назад. И думаешь, вот оно счастье. А потом оказывается, что счастье это длится не один день, а годы. Иногда десятилетия. Потому что как только находка стоит миллионы, на нее тут же находится очередь из желающих. Государства, соседние государства, компании, наследники и даже те, кто сам эту находку у тебя украл. Сегодня история о кладах, из-за которых судились по-настоящему. В залах суда, с адвокатами, с решениями, которые менялись годами. Некоторые дела длятся до сих пор. Филиппины, 1971 год. Слесарь по имени Рахелио Рохас, обычный человек, никакого отношения к археологии, увлекался поиском кладов в свободное время. Ему рассказали про туннель под городом Багио. Говорят, там еще во время войны японская армия спрятала золото. То самое легендарное золото Ямаситы, награбленное по всей Юго-Восточной Азии. Рохас нашел этот туннель и нашел в нем золото. Много золота, по некоторым подсчетам тонны слитков, а еще золотую статую Будды высотой почти в метр, набитую внутри бриллиантами. Дальше начинается не приключение, а кошмар. К Рохасу приходят люди тогдашнего президента Фердинанда Маркоса, забирают находку силой. Самого Рохаса арестовывают и, по его словам, пытают. Когда его выпускают, туннель уже пуст. Казалось бы, конец истории. Маленький человек против диктатора, исход предсказуем. Но в 1986-м Маркоса свергают, он бежит на Гавайи. И тут Рохас подает на него в суд. Тяжба тянется 10 лет. И в 1996-м суд Гонолулу выносит вердикт. 22 миллиарда долларов компенсации. На тот момент это крупнейшая сумма в истории судебных решений в мире. Позже ее пересмотрят в меньшую сторону, но сам факт кражи суд подтвердит. Рохас этой победы не увидел. Он умер в 1993-м за 3 года до вердикта. А его семья судится за наследство до сих пор. Еще в 2017-м родственники требовали свою долю. И это оказалось не единственной историей, где клад находят одни люди, а спорят за него совсем другие. Великобритания, 2015 год. 2 кладоискателя, Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис, работают с металлоискателем на ферме в Херрифордшире. И находят то, о чем мечтает каждый в этом деле – клад викингов. Золотое кольцо 9 века, браслет в форме драконьей головы, серебряный слиток, до 300 монет времен короля Альфреда Великого. По закону такую находку нужно задекларировать в течение 2 недель. Пауэлл и Дэвис этого не делают. Вместо этого начинают тихо продавать находки перекупщикам. Их ловят. Суд в Устере приговаривает Пауэлла к 10 годам тюрьмы, Дэвиса к 8,5. Судья в приговоре произносит фразу, которая бьет точнее любого штрафа. Если бы они просто задекларировали находку по закону, каждый получил бы больше 1,5 миллиона фунтов легально. 90% клада так и не нашли. Он до сих пор где-то в частных коллекциях. А иногда суд не наказывает находчика, а наоборот, встает на его сторону против целого государства. Индийский океан, 1942 год. Британский корабль СС «Тилава», его называли индийским «Титаником», идет ко дну от японской торпеды. На борту помимо 900 человек больше 2000 слитков серебра, купленных тогда еще Южноафриканским Союзом. Серебро лежит на дне 75 лет. В 2017-м его поднимает частная британская компания и тут же заявляет находку своей собственностью, ссылаясь на морской закон о спасательных работах. Кто поднял груз, тому положена награда. Южная Африка с этим не согласна. Начинается тяжба, которая доходит до Верховного суда Великобритании. И только в 2024-м суд встает на сторону Южной Африки. 43 миллиона долларов серебра признают собственностью государства, а не компании, которая его подняла. Но не всегда за клад судится государство. Иногда против кладоискателя выступают тысячи обычных людей, которые просто хотят найти его первыми. Соединенные Штаты, 2010 год. Антиквар Форест Фен прячет в горах сундук с золотом и драгоценностями и издает книгу с зашифрованной поэмой-подсказкой «Где искать». Начинается настоящая охота. 10 лет тысячи людей, от студентов до пенсионеров, прочесывают скалистые горы от Нью-Мексико до Монтаны. По приблизительной оценке, минимум 6 погибают, сорвавшись со склонов или замерзнув.
В 2020-м сундук наконец находят. Казалось бы, точка, но тут начинаются суды. Один из искателей, француз, подает иск на $10 миллионов, утверждая, что сам Фен забрал сундук обратно и соврал, что его нашли. Другие искатели обвиняют его в намеренно обманчивых подсказках. Похожая история с юридической дырой вместо обмана случилась и в Британии. Только там спорили не искатели между собой, а музей с частным покупателем. Великобритания, 2010 год. Кладоискатель находит в поле римский кавалерийский шлем. Редчайшая вещь II-III века нашей эры, сложенная и спрятанная в каменной кладке. Но по закону шлем не считается кладом в юридическом смысле, потому что сделан из бронзы, не из драгоценного металла. А значит, находчик и землевладелец вольны делать с ним что угодно. Они выставляют шлем на аукцион Кристис. Музей Талли Хаус в Карлайле при поддержке Британского музея пытается его выкупить для страны и проигрывает торги анонимному частному покупателю. Цена улетает до 2,5 миллионов фунтов, в 10 раз выше стартовой оценки. Шлем с тех пор всего несколько раз показывали публике. Где он сейчас, толком никто не знает. А бывает и так, что закон работает как надо. Деньги делят поровну и честно. Но именно это разрушает отношения между людьми. Великобритания, 2009 год. Безработный кладоискатель Терри Герберт находит на ферме Фреда Джонсона крупнейший клад англосаксонского золота из всех, что вообще находили. Почти 4000 предметов. Закон здесь сработал честно. Находку оценили в 3,3 миллиона фунтов, сумму поделили пополам между находчиком и землевладельцем. Оба разбогатели за один день. Но деньги, как это часто бывает, не сближают, а разделяют. Между Гербертом и Джонсоном возникает раздор, который так и не уладили даже спустя годы. Не менее запутанной бывает история, когда непонятно, даже кража это была или просто находка. На Юконе в Канаде умирает старатель по имени Тони Коп. Вскоре 3 человек, среди них его знакомый, начинают продавать золото и серебро, которое, по всей видимости, было спрятано на его участке. Прокуратура считает это кражей из имущества покойного. Защита настаивает. Это клад, который старатель сам когда-то спрятал и, возможно, забыл где, то есть фактически бросил. А значит, это не кража, а находка. Суд разбирает дело детально, вплоть до того, что у одной из обвиняемых была всего одна монета, и происхождение этой монеты доказать так и не смогли. Похожий вопрос, кому принадлежит закопанное золото, решили и в другом штате Америки. В Айдахо рабочий копает яму для новой подъездной дорожки и натыкается на банку с золотыми монетами конца XIX века весом почти 2 килограмма. Начинается спор, кому принадлежит находка. Рабочему, который ее выкопал, или хозяину участка. Суд встает на сторону землевладельца и заодно выносит принципиальное решение. Старое разделение на потерянное, брошенное и клад в современном праве больше не работает. Если ценность закопана в чужой земле, она принадлежит земле. Это решение с тех пор цитируют в других подобных спорах по всей Америке. Карибское море, 1708 год. Испанский галеон Сан-Хосе идет ко дну после боя с британским флотом, вместе с золотом, изумрудами и сотнями членов экипажа. Его искали 3 века. В 80-х координаты якобы нашла американская компания. В 2015-м Колумбия заявляет, что нашла обломки самостоятельно, в другом месте. И тут начинается спор сразу на 4 стороны. Колумбия говорит, обломки в наших водах, значит наши. Испания говорит, это наш военный корабль, значит наш, по международным конвенциям. Американская компания, та самая, что первой нашла координаты в 80-х, судится за половину стоимости. А боливийские коренные общины напоминают, золото, добытое из рудников их предков, награбленное колонизаторами. Дело сейчас разбирает международный арбитраж в Гааге. Летом 2026-го Колумбия подняла первые артефакты со дна – бронзовую пушку с надписью, фарфоровую чашку, несколько золотых монет. Но кому в итоге отойдет все остальное, по-прежнему неизвестно. Оценка стоимости всего груза колеблется от 4 до 20 миллиардов долларов, и от этого разброса зависит, во сколько обойдется весь спор в итоге. Иногда самое ценное в земле вовсе не то, что там правда лежит, а то, во что верят люди. В австралийском штате Виктория 2 арендатора фермы копают ямы под забор и находят золотые саверены. Продают часть монет. В Австралии закон устроен жестко.
Любой клад автоматически переходит короне, то есть государству, а не землевладельцу и не находчику. Мужчин обвиняют в краже, хотя формально они просто нашли то, что лежало в земле. Эта история показывает, находка не значит собственность почти нигде в мире и меньше всего в Австралии. В той же Австралии, только раньше и на другом ее краю, ныряльщик и искатель сокровищ Алан Робинсон находит на дне обломки голландского галеона 17 века с монетами. Годы судебных тяжб с музеем Западной Австралии за право оставить находку себе. В итоге суд Робинсона оправдывает. Финал этой истории мрачный. Во время другого судебного процесса, где его тоже должны были оправдать в тот же день, Робинсона находят повешенным в тюремной камере. Книги и документальные фильмы о крушениях у берегов Западной Австралии до сих пор пересказывают эту историю. И до сих пор спорят, было ли это самоубийство или что-то другое. Не все споры о кладах разворачиваются в суде из-за реальной находки. Иногда причиной становится всего лишь чей-то сон. В Индии, в штате Уттар-Прадеш, в 2013-м местному провидцу приснилось, что под руинами старого форта зарыто 1000 тонн золота покойного Раджи XIX века. Индийские власти восприняли это на удивление серьезно. Археологическая служба Индии начала официальные раскопки. И тут же появились потомки Раджи, потребовавшие свою долю еще до того, как хоть что-то нашли. Золото, к слову, так и не обнаружили. Но история осталась хорошим примером того, как мистика и юридический спор о наследстве сплетаются в одно целое. Иногда спор длится дольше, чем чья-то целая жизнь. В Венгрии, у озера Балатон, в 70-х нашли позднеримское серебро, 14 предметов исключительной красоты и ценности. Человек, который первым начал их продавать, вскоре найден повешенным при загадочных обстоятельствах. Серебро всплывает на лондонском арт-рынке в 1980-м. Его покупает британский лорд Нортгемптон, а когда пытается перепродать в 1990-м, сразу 3 страны заявляют права – Венгрия, Хорватия, Ливан. Суд в Нью-Йорке отклоняет все претензии. Ни одна страна не смогла доказать право собственности. Серебро остается у частного лица. Только в 2014-м, спустя больше 30 лет, Венгрия выкупает половину коллекции за 15 миллионов евро. Вторая половина по сей день у наследников лорда. А бывает и так, что находчик получает не деньги, а тюремный срок и уничтоженный металлоискатель. Британия. Снова 2015 год. Кладоискатель со стажем находит одну из крупнейших коллекций золотых монет Железного века во всей стране. Забирает себе часть монет на память, остальное отдает землевладельцу, но забывает уведомить коронера, как того требует закон. Итог – уголовное дело за кражу и нарушение закона о кладах. Условный срок, общественные работы, а металлоискатель, с которым он ходил всю жизнь, суд приказывает уничтожить. Для человека, который прожил с этим хобби всю жизнь, потеря самого инструмента оказалась едва ли не тяжелее условного срока. И вернемся к тому, с чего начали, к истории Рохелио Рохаса и Золотого Будды. Спустя больше 20 лет после вердикта в $22 миллиарда, реальные выплаты семье так и остаются мизерными по сравнению с присужденной суммой. Активы Маркосов спрятаны, за них судятся до сих пор. Так работают большие клады. Находка – это только начало истории. Иногда самое долгое в ней – не поиски золота, а поиски справедливости. И пока где-то в архивах Гааги решают судьбу галеона Сан-Хосе, а где-то в судах Гонолулу все еще делят наследство Рохаса, можно быть уверенным в одном – это далеко не последний такой спор. Просто следующий, пока еще не выкопали из земли.